Война, война, ты в пламени алом встаешь из мрака ночей. Война, война, была ты началом судьбы солдатской моей. Война, война, пути наступления, и жизнь, и смерть впереди. С тех пор несет мое поколение твои осколки в груди. Война, война, раскаты орудий, и лес сгоревший дотла. И пусть вовек никто не забудет, что ты на свете была, что ты на свете была. Все курортные города выглядят красиво, нарядно и даже беззаботно. Но жители этого города помнят его и другим. Летом 41-го года. Эта девочка впервые поняла, что такое война. И тогда она решила: только на фронт. Чего встала? Иди домой, я скоро. Не морочь голову, Дуська. 20 раз уже прогоняли. Мотю 30 раз гнали, а на 31-й взяли. Мотю взяли, ей возраст вышел. А тебе еще и 17 нет. Да и вообще, какая-то ты... Уж скорее меня возьмут. Мне хоть 14, зато вид, сложение. Ладно, ты мне тут спектакль не разыгрывай.
Сложение. Беги домой. Спросят, где я, скажи, что скоро приду. Кому сказали? Бегом. Живо! Эй, Мельникова, прячься, не прячься, я тебя все равно вижу. Нельзя. Нельзя, слушай, нельзя, с Ишаком нельзя. Ну нельзя, я тебе говорю. Нельзя, я тебе объясняю, слушай, а. Папаша, дорогой папаша, слушай, я тебе объясняю. С Ишаком нельзя сюда, с Ишаком. Ишак оставь такой, слушай, а мне... Товарищ военком! Опять ты. И опять в окошко. Так он же дверь не пускает. Товарищ военком, я в госпитале научилась перевязки делать. Возьмите меня в армию. Медсестрой. Мельникова! Мельникова! Ну-ка, слазь, Мельникова! Я тебя прошу, слазь! Слазь, Мельникова! Ну что ты начальству пресс передаешь? Да подожди, папаша! Мельникова, слазь! Мельникова, слазь! Какая же у меня пляж? Прическа побогаче вашей. Виноват, товарищ капитан. Пропустите ее. Ну-ну-ну-ну. Не в окно, в дверь войди, как полагается. Опять, значит, пришла. Ну и куда же мне тебя, Мельникова, направить? Как куда? На фронт, конечно. И на рыбалку же. Ну, а скажи, Мельникова, ты терпеливая? Как нетерпеливая. Хожу же к вам уже 20 раз. Так вот, Мельникова, на фронт пока не придется. А есть одна такая школа. Вот туда, пожалуй, можем тебя направить. Пока поучишься, глядишь и подрастешь. Вы не должны смеяться, товарищ военком. Думаете, маленькая? А я все могу. Я даже с парашютом уже прыгала. Да знаю. С вышки в парке культуры. А здесь в тылу врага придется прыгать. И не санитаркой, а, скажем, разведчицей. Товарищ военком, вы только пошлите. Я не подведу. Я хоть 20 раз с парашютом. Да я... Погоди ты, Мельникова, не перебивай. Привыкай к дисциплине. Понимаешь, Мельникова, как тебя звать? Евдокия, товарищ военком. Так вот, понимаешь, Дуся, нужны сейчас юноши и девушки, комсомольцы, преданные до конца. Понимаешь, нужны для дела, о котором никто не должен знать, даже мать родная. Никто, кроме тех, кому это знать положено. И если ты будешь согласна... Я согласна. Разбивались знамена, Кумачом последний грамм, шли лихие эскадроны, приамурский партизан. Шли лихие эскадроны, приамурский партизан. Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города. Партизанские отряды занимали города. Разгромили атаманов, разогнали воевод. И на Тихом океане свой закончили поход. Я часто бывала в этом госпитале. Помогала медсестрам. Приносила бойцам табак, фрукты. Мне хотелось поделиться своей радостью. Хотелось закричать. Меня взяли в армию.
взяли в армию. Но я сдержала свой порыв. Ну что я скажу отцу с матерью? Как обведу их? День добрый, Дусик-Мусик. В чем дело? Чего стоишь, как памятник? А? Дядька Царидзе, как хорошо, что я вас встретила. Шалва пишет? О, пока все в порядке. Чтобы не сглазить. От Шалвы с фронта письмо. Очень красивое письмо. Жив, здоров, воюет. Мы вот от Моти тоже письмо получили. О, твоя сестра великий человек, патриот. Вот кончится война, я Шалву на ней женю. Да. Дядька Царидзе, вы в Батуми скоро поедете? Понимаю. Хочешь сестричку повидать? Пожалуйста. Денег на билет туда-обратно не надо. А вы скоро поедете? Через 10 дней. Ой, это мне никак нельзя. Зачем нельзя? Почему нельзя? Я соскучилась очень. И Мотя скучает. Мама ей посылку собрала. Мне надо завтра. Непременно завтра. В чем дело, Геннадий? Хочешь завтра? Отправлю завтра. Меня папа без вас не пустит. А ты не спрашиваешь, жена меня с тобой пустит, а? Нет, Дусик-Мусик, раньше, чем через 10 дней, даже для тебя, Геннадий, не могу. Дядя Царидзе, а вот врать вообще нехорошо? Очень. А если для хорошего дела? Ну, если это для хорошего дела, тогда, пожалуй, можно. Разрешай, ври. Нет, это я вас хотела попросить. Меня? А твоя совесть где? Я тебе что, мальчик, а? Дядя Царидзе, я только скажу папе, что завтра с вами поеду, а вы только подтвердите, но если потребуется. Подтвердить это пустяк. А зачем ты так переживаешь? А может, ты хочешь как Мотя в прожектористке, а? Дядя Царидзе, ну что вы, ну какие прожектористки? Вы что, смеетесь? Я же и гостинцы отвезу. Ну, рыбки сушеной, груш. У нас вот такие груши поспели. Славно дочка придумала. В армии, знаешь, каждый гостю рад. А гостинцы тем более. Хватит глаза портить. Дня мало. Поцелуй Мотю за нас. От соседей привет передай. Да присмотрись там, как она служит. Может, чего послать надо. Ах, тяжкое дело война. Не женское. Эх, доченька, я бы в свои 60 с гаком добровольцем пошел. Знаю. По здоровью не пропустят. Еще с 14-го года. А эта война похлеще будет. Чего ты с позаранку собираешься? Поезд-то завтра вечером. Сколько раз отец, взяв меня за подбородок, говорил: не лги, дурья башка, хитрости в тебе и во мне вместе на 3 копейки. И я всегда краснела, выдавая себя. Но теперь я должна была выдержать, не выдать тайну. Дядя Царидзе велел пораньше прийти. Ну там упаковать что-то надо, погрузить. А, ну-ну. Сколько я прочитала стихов, и всегда в них понятие Родины было связано с березкой, елью, с колосящимся полем. А для меня вот эта каменистая речка за нашим домом, этот мост, который строил отец, определяли все мои чувства. Прощайте, речка, ущелье, лес. Прощай, мое детство. Каждый год папа отмечал наш рост, мой и Верки. Вот уже 3 года, как почти не поднимается моя отметка. А Верка, вон как гонит, почти на 20 сантиметров. Обидно.
Прощай, Мотя. Скоро узнаешь ты, что поступила я по твоему примеру. Прощай, моя Мотя. Прощай, мама. Родная, бедненькая моя. Прощай, папа. Знаю, что причиню вам горе, но я не могу иначе, не имею права. Прощайте, мои родные. Прощай, мой дом. Опять чемодан сгодился. Знаешь, моя работа. Продаж таких не бывает. Тяжеловато. Ничего, Верка тебе поможет. Ключ не потеряй. Не задерживайся там. Возвращайся скорей. Ну, пошли, что ли? Ну, прощай, Вера. Что прощай? Я до самого вокзала. Сестренка ты моя дорогая. Дуська, хватит тебе лизаться. Ну вот еще. Что это у тебя глаза на мокром месте? Так, это от насморка. Да откуда ж у тебя насморк в одну секунду? Сбегаешь? Сбегаешь? На, ешь. Ешь от пуза сколько хочешь. Да ты что? Это же Мотины гостинцы. Слушай, Верка, я открою тебе важную тайну. Какую тайну? Только сначала дай честное слово, что молчать будешь. Никому, ни одной живой душе не скажешь. Честная пионерская. Ну, честная-пречестная. Ну, теперь слушай. Потому тебе говорю, что хоть кто-то в нашей семье знать должен. Не к Моте еду. Меня в армию взяли. Ой, медсестрой. Ну, наверное. Сейчас пойду в военкомат, получу направление. Ну, куда пошлют, я же сама не знаю. А вдруг передумали? Нет, не может быть. И военком меня встретит торжественно, поздравит, пожмет руку. Сейчас, Мельникова, я тебе документы дам. А где товарищ военком? А тебе зачем? Да нет, я так просто. А? Вот они. Так. Это направление. Это проездные документы. А это, товарищ Мельникова, как прибудете в пункт назначения, сразу позвоните по этому номеру. Вам ответит дежурный и даст указания о дальнейшем. Ну, куда ехать и тому подобное. Понятно? Повторите. Повторите. Когда прибуду на место назначения, позвоню по данному номеру. Дежурный даст последующие указания, куда ехать и тому подобное. Можете отправляться. Отставить.
Кругом. Действительно все понятно. Действительно, товарищ лейтенант. Ну, счастливого тебе пути, Мельникова. Вот возьми. Квитанция, деньги за хранение. Через неделю выкупишь. Так можно ж раньше? Нельзя. Папа бы сам на фронт пошел, а меня не пустит. Явится в военкомат с протестом. Меня отошлют обратно. Через неделю ничего не сделаю. Ну ладно. Так, когда выкупишь, поедешь в Батуми. Гацеридзе обещал помочь. Все расскажешь Моте. Так меня папа после тебя и отпустит. Подумает, что тоже на фронт. Подумай, подрасти сначала. Да ты что, с ума сошла? Если заметит, сразу догадается. Чего вдруг догадается? Я ж в Батуми собирался, на близкий сажусь, не пустит. Для папки скажет. На, держи квитанцию, давай твои документы. Я за тебя на фронт пойду, давай. Ты что? Так кто разберет, Евдокия, я или Верка? Я и ростом выше, да и дома ты нужнее. Тебе документы, кого обманывать вздумала? Пионерка. Ушел. Скорее. Пиши мне. Пиши мне каждый день, ладно? Буду. Каждый день буду писать. Любимая, ты только не бойся за меня. Нет. Не будешь? Нет. Жди меня, ладно? Будешь ждать? Буду. Буду. Вам сюда проходите, пожалуйста. Ничего, ничего, я в соседней. Дудька. Дудька. Помни. Ты мне напиши. Напиши. Обязательно. Мне ты писать будешь? Пиши. Дудя. Обязательно. До востребования. До востребования. Андрей. Андрей. Не забудь! Полевая почта 2931! Андрей. Андрей. 2931! Дудька, слышишь? Пиши. Пиши. Обязательно. Вот так и закончилось ее детство. Не стало и Дуси Мельниковой. Теперь была курсант Евгения Евдокимова по прозвищу Чижик. Все дни до отказа были заполнены учебой, а ночами тревожили думы. Не забудь! 2931! 2931! Ведь это номер нашей почты. Значит, этот Андрей мог быть курсантом моей школы или инструктором. Нет, для инструктора слишком молод. В школе я Андрея ни разу не встречала. Наверное, он ее уже окончил. Может, он уже подвиг совершил. Глаза у него светлые, чистые. Запомнились мне эти глаза. Месяцы учебы пролетели как один день. И вот настала минута, когда меня вызвали в штаб фронта. Боец Евдокимова? Так точно, Евдокимова Евгения Ивановна по прозвищу Чижик. Вольно. Садитесь, Евгения Ивановна. Положение на фронтах знаете? Софинформбюро передает. В районе Сталинграда тяжелые бои. Сражения в центре города. Все правильно. Только с сегодняшнего дня забудьте это. И выправку забудьте. Способны к этому, а, Евдокимова? Хотим послать тебя в семейные условия к одному деду. Там был радист, молодой парень. Фашисты схватили. Понятно тебе? Возили его в Краснодар, в гестапо. Ничего не добились и привезли обратно.
Согнали народ, и парня этого повесили для устрашения. А дед цел. Понятно? Деду необходим радист. Лететь надо сегодня. Полетишь, Евдоким? У нас такой закон. Если скажешь, что задание не по плечу, наказание за первый отказ, если, конечно, обоснованный, не даем. Ясно? Не ясно, товарищ майор. Что именно? Зачем вы про парня этого рассказали? Вы должны понимать, на что идете. Я давно готова к любому заданию, товарищ майор. Что за дед, чем занимается, объяснять сейчас не станем, даже имени не назовем. Запомните только пароль. Долга-ночка и отзыв. Оттого и голова болит. Повторите. Пароль, долга-ночка. Отзыв, оттого и голова болит. Правильно. Ну вот, значит, все пройдет хорошо. У деда объявится внучка. Ну, не в капусте же ее найдет, верно? Однако подробную легенду вам даст дед. По этой части он мастак. Документ немецкий, аусвайс, для вас готов. Вот он. А это билет железнодорожный от Ростова до станции Лущевка. Но в Лущевку вы вроде придете со станции Степная, пешим ходом. Вам понятно? Ну, если вас кто-то спросит, для чего, имея билет до Лущевки, сошли на Степной. Зачем сошла? Да. Очень даже просто. Хотела был с голоду и хлебушком разжиться, но ты отстала от поезда. Допустим. А почему не села на следующий поезд? Так проводники не пустили, билет просрочила. Так. А дошло до вас, зачем это? Билет до Лущевки, а вам предлагают явиться пешком. Смысл ясен? Смысл в том, что если бы до Лущевки, должна бы пройти через вокзал. А ведь меня там никто не увидит. Молодец, Чижик. Ну вот что, Чижика забудьте. Женя и Женя. Не забудьте все армейское. С этой минуты вы снова штатская. Наружно, конечно. Иное дело в душе. В душе я буду комсомолка. Это разрешается? Лучше чувствуйте себя по наружности, пионерка. Не было у нас расчета на таких, извините, миниатюрных. Не знаю, найдется ли что. Вот пальтишко неплохое, может, подойдет. Вот это вроде подходящий. Ну? Ну, только пуговка не та, некрасивая она. Так пуговицу перешьем. Пальто как на заказ. А что? На Кубани богатые колхозы. Среди станичниц такие модницы есть. Ой-ой-ой. Ну, как дела? Белье, кофточки подобрали, товарищ майор, а вот с верхней одеждой уж очень они маленькие. Может, ей манисты дать? В станицах полагается, чтоб на грудь что-нибудь свешивалось. А сережки, так у ней в ушах дырок нет. Не надо. Неужели вы не видите? Она подросток, не старше 15 лет. Вот это нам дорого. Заплетите покрепче косички, найдите выцветшие ленточки, сапоги долой, отыщите школьные ботинки, новые, не дай бог, не надевайте. Хорошо бы латаные. Ну, а чулки должны быть штопанные, простые. Ясно? Ну, карман это хорошо. В них гранаты лимонки поместятся, верно? По штуке влезет. Еще для пистолета пришить надо. А ты пистолетом-то или финкой-то пользовалась? Пригодилась? Я? Да нет. Не приходилось пока.
И смотри, чтобы главный барин не потерялся. Там взрывчатка, мины. Ну и все, что нужно по партизанскому списку. Дед распорядится. Там и запасные батарейки для твоего сверка. А нельзя искупаться, товарищ майор? Может, последний раз в жизни? Глупости болтаете. Вам жить да жить. И в этом задании от вас не требуется никакого героизма. Хорошенько запомните, ваши родители погибли, вы поехали к деду. И главное, во всем положитесь на него. Слушала я наставление, а самой очень хотелось спросить, не знает ли он такого парня, светловолосого, высокого, Андреем зовут, возможно, из нашей школы. Где он? Что с ним? Но спрашивать о таких вещах не положено. Евдокимова. Да я, когда первый раз в самодеятельности выступала, меня силком выталкивали на сцену. Да ничего, я везучий. 3 дня назад мейстер прошил всю машину пулями, а ничего, живой. Летаем. Теперь слушай. Значит, положу руку на плечо, готовься. Подниму, сваливайся сразу с крыла, да побыстрее, а то пролетим мимо цели. Прыгала, знаю. Не будем осуждать нашу героиню за эти слезы. Ведь ее сверстницы еще сидели за партами. Да, она плакала. От жалости к себе, от страха, от одиночества. Одна в этом темном небе. Партизаны! Ну вот, слезы ее разом высохли. Одиночества больше не было. И партизаны, и армия, и этот летчик, и она сама, ведь они все были одно целое, один к одному, все вместе. Мешок сбросила. Без парашюта, чтобы не искать. Молодец.
Сразу за лесополосой должен быть сад. Вот он. Осторожно. Почва взборонена. Жулий, он дуреха, тоже разведчица. Ну, время не ждет. Иди. Третья хата. Не поймешь, где сарай, где хаты. Где же третья-то? Долга ночка. Ой, от твоей голова болит. Груз. Где груз? В лесополосе. В яме. Там еще какой-то гад землю проборонил. На немцев работает. Мой участок. Повезло тебе, внучка. Что, следы оставила? Ну, ничего. Сиди здесь и не гугу. Не забирайся. Придете кто? Плачь, рыдай, что из сил. У тебя мама, дочь моя, Елизавета Тимофеевна, надысь приставилась. И больше ни слова. Так. Ладно, бегу. Спросит меня. Отвечай, к Свириденко потопал. А то, мол, просто к Фершеву попешал. Запомнишь? Дура. О главном забыла. Рация. Ее же в первую очередь забрать надо. Дедушка. Дедушка. Что, внученька? Что тебя чайки лазят? Купить тебе курине плохо. Беги домой, не мешайся. Куда дуешься? Дедушка, я тут рацию спрятала, рюкзак, а найти не могу. Иди домой и сиди мышкой. Na, wie geht's bei dir zu Hause, Peter? So, einigermaßen. Nimm!
держи. Спасибо, дедушка. Дед. Дедушка, не сердитесь на меня. Я же иначе не могла. Не выходить же с рюкзаком на улицу. Дедушка, вы нашли, а я почему не могла? Дедушка, значит, вы мне не доверяете? Заберите тогда Афинку. Так эдакая против вас цыпленок. Свети. Полезай вниз. Разберемся. Дедушка, миленький, а тут поговорим. Чё тут гутарить-то? Сказал, лезь. А пороть себя не позволю. Я такая же военная, как любой красноармеец. Под трибунал отдать можно, а телесные наказания строжайше воспрещены. Полезай, полезай. Что, я один буду копаться? Военная. Зато я халуй немецкой, полицай. А ты моя внучка. Лезь, куда велю. Чтобы дальше пустых разговоров не было. Могу и вправду прибить. Чего оглядываешься? Собирай свое добро в тряпку, полезай, не мешкайся. Это что за железки? Новые. Мины это противопехотные. А инструкция имеется? А, вот она. Ладно, потом почитаем. Отгреби-ка там картоплю. Подними доску. Вот туда и клади их. Придет время бабахнуть они. Черт. Ты что, нюхтели табак сыпала? Я по инструкции. Он собак чутье отбивает. Собаки сколько надо. Капульку ей нос забьете, а ты так... Дол. Это что? Сало. Здесь кило 6 будет. Соль. Спички. Удрушила. Махорочка. Так. Клади туда мешок. В нашем хозяйстве ничего не должно пропадать. Все. Теперь картоплю привалим. Действуй. А я покурю. Приустал, малость. Вроде подобрел немного. Другой стал. Но все-таки
Зачем разоружил? Зачем грубияничал? Ну, все. Ну, здравствуй. Здравствуй, заморыш. Называешься Евгения, сама вроде запятой. Зато благородная. Это если с греческого перевести. А вот Тимофей, я Тимофей, значит, любящий Бога. Вот и собрались до пары. Небось, есть охота. Ну, хватит тебе в этой могиле сидеть. Благородная, полезай наверх. Еще успеем. Належимся в землице. Фриц помогут. Да мы их, пожалуй, пораньше прикопаем, как ты полагаешь. А, внучка? Тебя, внучка, тебя, Энца, значит, с утра дожидается. Едет Фриц Функарел. Я слышу, и ловлю для них, и пеку, и жарю. Макай в соус. Крепкая штука. С красным перцем без пощады. Бери пирожки с капустой с луком. Самогончики. С пути дороги не тяпнешь. Нет. Ну и Юля. так обойдется. Да и молотый для этих делов, Евгения. Но кто тебе надумал простой деревенской девчонке такое имя дать? Не стану тебя так называть. Будешь у меня внучка, аль деточка. А рассержусь, найду и покрепче словцо. Что? Вкусно? Очень. Меня немчики за поварское умение прозвали Гутенкок. Языки их не понимаешь? Времени мало было. Жаль, жаль, не научили. Было бы к делу. А я вот достаточно познакомился еще в Германскую войну. Тем и держусь. Эй, вижу, носом клюешь. Тогда так, будить тебя не стану. Отсыпайся. Ежели дома не окажусь, Боже, тебя упаси, чтоб кто не увидал на базу. Носа не показывай. А что это на базу? Да на базу тоже почитаешь ты на дворе. Погоди, погоди. Да тыку быть не казачка. Что же это такое получается? Я же их просил, не шлите ко мне, иногородник. А, нехорошо. Скверно. Так неужто фрицы могут отличить по говору? Да ты, девка, никак и впрямь не умная. Фриц что? Они тебя среди прочих и не заметят. А вот наши лущевские сразу усекут. 100 промолчать, а вот 100 первый. Скверно. Что делать? Как зачислю тебя во внучки? Шляпы. Кого прислали? Евгений Благородный без языкую, да еще не соображающий ничего. Соображаю я. Я еще не солил. Пожалел тебя с путя. Придется посолить твою ранку. Дедушка, почему вы нашли, я потеряла. А ты видела? Думала, куда ставишь и что ставишь? Ты все свое имущество потеряла. Рацию. Добрые люди нашли, они тебя видели. Кто видел? Тебе что, фамилию сказать? Имя, отчество? Анкеты из отдела кадров не привезла? Полезай на печь, чтоб духа твоего не было. Ты чего так вскочила? Нервная? Пугливая? Никакая не пугливая. Только, ну... А без «но» нельзя. Вот Андрюха, смелый был парень, да тоже «но» оказался. Я у фашиста и... А радист, что до тебя был, знаешь об этом? Его Андреем звали? Андрей. Тоже прислали его. Из нашей школы? А почем я знаю, из какой школы? Мне не докладывают. Он такой ясноглазый был, высокий.
Какой был, такой был. Повесили его и велели 10 дён не сымать. В ту же ночь его сняли, похоронили. Кто? А я почем знаю, кто. Не я сымал, не я хоронил. А другие станишники наши говорят, что не хоронили его вовсе. Живой остался. Как живой? Вот так слух такой держится, будто Дрюха здесь где-то прячется. То одного, то у другого. А может, и в самом деле? Если бы так. Вдруг стук тихонько под утро. Открываю дверь. Он. Мне сколько раз такой снился. А только петля свое дело делайте. Так. Так, девка. Сейчас мы тебя превратим кое во что. Садись. Слушай и запоминай. Как твою маму зовут? Елизавета Тимофеевна. А что с ней? Умерла. От чего? Ты не знаешь, да я пока что не знал. Господь Бог сподобил, додумался. Мама твоя, а моя дочка, проживавшая в Ростове, она хворала тифом сыпным, который от воши, вот и померла. Сиди смирно, я тебя обстригу. Тихо, внучка. Никто тебя не убивает. Пускай будешь некрасивая, зато живая. Ах. А ты притупились, Макс. Подходящий. А теперь спать. Зачем? Зачем дед меня остриг? Оболванил и разоружил. Значит, ему зачем-то понадобилась моя слабость. Случись немцы нагрянут, даже подорвать себя не смогу. Будут пытать. А дед противный. Голос переменчивый, хитрый. Что-то здесь не так. И не Евгения ты благородная, а Дуська. И не Евдокимова, а Мельникова. Все знаю. Откуда это вам известно? У меня там, у вас человек есть. На меня работаете. И ты на меня работать будешь. Заставлю. А кто этот человек? Там у нас. Дура. Так я перед тобой распаковался. Чижик-пыжик. Ушел? Ночью? Куда? Почему тайком? Финку нашел. Окончательно обезоружил. Немец зачем-то приполз позаранку.
определенно таится. И дед знал, что я приду именно в этот день. Значит, имеет связь с той стороной? Может, он действительно... Надо немедленно предупредить фронт. Сообщить о предательстве. Вот она! Парашютист? Диверсант? Hände hoch! Парашютист? Подмигивает. Предал, гад. Но этот затвором щелкает. Значит, не заряжено. Ух, если бы дед не забрал гранаты, я бы их сейчас обоих. Говори правда! Ногами топает. Пугает затвором, как ребенка. Genug, Karl. Siehst noch, Kleinut. Kann vor Gespräch sterben oder bis machen. Genug, Kleine. Ich hab dich nur geschreckt. Пугал тебя. Genug. Schnaps, Тимофей. Bitte, bitte. Ich habe auch zwei Kleine. Der Krieg ist eine schlimme Sache. Er macht kleine Kinder unglücklich. So. Однако, придуриваться умеешь, внучка. Ну, хватит реветь. Аля, остановиться не можешь. Зачем? Зачем вы его привели? Я? Он меня привел, черт фриц. Он ко мне за шнапсом ходит, сейчас ждал. Я ему говорю, нехорошо, теперь ко мне внучка приехала. Мать от ТИФ померла, может, и внучка зараженная. А он на меня зырк, когда приехала. А может, оттуда... Я сам, дескать, слыхал, как самолет летал. Я говорю, пойдем, посмотришь, какой у меня парашютист. Заодно и похмелись. Он тебя и разыграл. Я тебе усмехаюсь. Не опасно, мало розыгрыш. А у тебя зверь в глазах. Ну, думаешь, сейчас кинется. Нет, слава богу, сдержалась. И плакала довольно натурально. Да ты, небось, и впрямь сдрефила. Вы бы не сдрефили. Я каждый день дрефлю. В таком случае не грех и самому стаканчик. Так, внучка. Так. А теперь скажи мне, зачем к Северьку лазила? А это вы откуда знаете? Дверца-то неплотно прикрыта. Разведчица. Тараканы. Какие такие тараканы? Да их у вас тут несметно, миллионы. Я не буду больше на печке спать. Они мне в уши позалезают. А при чем рация? Если тараканы залезут в рацию, замкнет какую-нибудь деталь, накроется она. В другой раз без меня лазить к рации запрещаю. Не дотрагивайся даже. А тараканов мы выведем. Я у Гауптмана жидкость такую вонючую возьму. А кто это? Гауптман? Офицер ихний. По-нашему капитан. Боевой офицер. Много наших уложил. Я его с собой, рискуя, от смерти спас. Как же? Он наших? Вы его спасали? Раненый он был. В
в Дону тонул. Их там тогда много плавало, мертвых, полумертвых. Я себе именно этого немца выбрал. Как-никак чин. В благодарность он меня возле своей офицерской персоны пристроил и с собой сюда взял. Значит, вы не здешний? Ты, внучка, должна твердо усвоить. Рассказываю, слушай. Приказываю, исполняй беспрекословно. Задавать вопросов тебе не положено. Так вот, Гауптман, заместитель коменданта, а я под его крылышком греюсь. При встрече ты ему книксон делай. Очень будь довольный. Приседай. Так. Молча с улыбочкой. Понятно?